том, что мы с друзьями решили прокатиться на машинах. Очень нам захотелось посмотреть на Россию, которую мало кто видел, которая спряталась за сугробами и вечной мерзлотой, которая не так уж и далеко, как кажется. Еще мы захотели посмотреть на себя со стороны и понять, чего мы по-настоящему стоим. Мы стартанем в городе Тикси, это Якутия. За пару недель, если все будет хорошо, пройдем 3000 километров до столицы Чукотки. Но не по дорогам, а по зимникам и замерзшим волнам Северного Ледовитого океана. Заодно и проверим, можно ли путешествовать без туристических агентств, авиакомпаний, гостиниц, автосервисов, заправок, виз, пробок и прочего. У нас есть 3 вездехода «Бурлак», которые мы сделали сами. У нас есть немножко еды, у нас есть спальники и 7 членов экипажа. Здравствуйте! Сережа лагерь! Женя – Сказка, родом из города Изюм. Сказка – это настоящая и очень говорящая фамилия. Сергей Лапин – самый деликатный и вежливый автомеханик 1/6 части суши. Костя Гаврилов – гений инженерной мысли. Перед сном читает Кафку. Сережа Беринг когда-то променял профессию повара на автомастерскую. Но здесь ему придется совмещать. Паша Мяконьких, механик и философ. Алексей Макаров, молчаливый капитан корабля и главный конструктор. Это он придумал и собрал наши вездеходы. Если что, все претензии к нему. Ну и я, простой курганский парень Максим Белоногов. Но я, по-моему, космонавтом точно не хотел стать. Мне нравилось возиться со всякими железяками, велосипедами. И когда я пришел в университет, я просто стоял возле доски, где были развешаны направления, факультеты. И просто выбирал, где больше возможностей быть ближе ко всяким механизмам, игрушкам. Я выбрал автоматизацию управления производственными процессами в машиностроении. Ну, естественно, машиностроение, потому что интересовали машинки. Когда я поступил, у меня был только брат, родной брат. Экзамен по русскому языку я написал, сочинение. А мать была по образованию учитель русского литературы. Я пришел, после экзамена она спросила, как ты написал сочинение. Я сказал, что написал вроде хорошо, а в эту ночь мать умерла. Стипендия была 86 рублей на тот момент.
я начал подрабатывать труповозом в 16-й спецбригаде. У труповозов очень простая миссия – приехать после того, как смерть констатировали. Вот задача труповоза была взять тело и увезти в морг. Очень просто все. То есть работа грузчиком. Совершенно очевидно, когда ты работаешь труповозом, ты наблюдаешь, как люди умирают. Ну, не как умирают, а как умерли, да, как это у них получилось. И одно ты точно начинаешь понимать, что человеческая жизнь – это очень хрупкая субстанция, и она легко разрушается. Макс, надо посмотреть, чтобы не задело ничего. Кардан мы заказываем в Арзамасе. То есть с карданами тоже там не все просто. Потому что вот все, что продается, это все Китай. И качество очень и очень. И мы когда с парнями, ну, в смысле, уже на нормальных людей вышли, которые карданы делают. Вот с ними там долго тоже общались, где и что, и как. Пока вот начали они под нас уже карданы делать. Они, ну, нужной длины их покупаем. И сразу же изначально, чтобы там ставились нормальные крестовины, без всяких там подешевле, потому что такая 200 рублей стоит крестовина, а нормальная крестовина 300 рублей стоит. Ну, копейки. Но зато это ходит, а та будет разваливаться. Там все время постоянно выламывают. Здесь этого нету. Разбивает и все. Да. Что такая херня. Все мечтают, чтобы я промазал и по руке сидел. Чтобы был кадр хороший.
Погоди, у нас через, скажи мне, через 200 километров что будет? Ничего. Ничего. Маленький кусок мыса и все. Так может в багажник? Или там все завалено? Сейчас будет много коробок просто. Это путешествие у меня началось с города Дикси. Я был там первый раз. Ничего про него не знал. Только название было на слуху. Все в Дикси живут, как ни странно, уникальные люди, потому что все люди с гнильцой или еще с каким-то другим отношением к жизни оттуда просто уехали. Там живут реально, ну, либо совсем кому некуда деваться, либо фанатики севера, любители. Отморозки в самом широком смысле. Ну, может быть. Деньги мы начали зарабатывать на торговле газовым оборудованием. Потом мы начали деньги зарабатывать на торговле телефонными аппаратами, как это ни странно. Вот. А потом был третий бизнес, это была пейджинговая компания. Это было круто, но она так и не стала рентабельной. Я как раз трансформировал уже пейджинговую компанию в компанию такси. И я пошел эти пейджеры просто раздал таксистам. И дал объявление, что можно вызвать такси по номеру пейджинговому. То есть человек, который звонил раньше в пейджинговый, теперь может, кроме того, что отправить сообщение на пейджер, он еще может вызвать такси. Ну и как-то пошло. Такси Максим сегодня это, наверное, уже около 500 городов к этому подбирается. Это более 1 миллиона заказов в сутки. Если взять чисто моих сотрудников, которые получают у меня зарплату, это около 5000 человек. Твой образ жизни, он стал меняться по-настоящему? Я начал больше путешествовать. Это вся разница? Ну, наверное, да. Так вот просто едешь и где-то в подсознании, да, на это все, на эту пустыню накладывается карта России или мира, там неважно. И ты просто движешься, такая точка, а на 1000 километров от тебя рядом никого. Ну, Дикси за нашей спиной остался километров 200 с чем-то. Но еще день или два, и до ближайшего населенного пункта будет просто 1000.
Да? Половинку моей лапка. Свежий след. Мы подъехали, волк ушел. Я даже не знаю, радоваться или огорчаться, что мы не встретили волка. Я буду радоваться. Давай пойдем с этой мыслью, с радостной мыслью. Да. Здесь они охотники, получаются. Да. А мы здесь просто лакомство. А мы еда. Для них, да. Че? Давай. Женя, давай воздух сосет уже, все. Да, все, горе. Мы едем по льду, как это ни странно. По льду моря Лаптевых, что удивительно само по себе. Бассейна Северного Ледовитого океана. Если кто-то знает, видел когда-нибудь замерзшие озера и знает, что такое лед зимой, то лед в море, он другой. Во-первых, это огромное пространство льда, и поэтому лед замерзает большими площадями, но его все время рвет, потому что нет тепловых швов. А потом движение ветра, приливно-отливные явления, они все время двигают воду, и лед либо тарасится, наезжает друг на друга, либо появляются разрывы, и лед разъезжается. Аккуратно, еще с топором. Что там, тоже все хорошо? Ну и здесь жопа. Че? Ладно, раз там жопа и тут жопа, значит, из двух жоп выберем знакомую жопу.
Кто хотел купить твою компанию? Ну, первое предложение поступило от ГЕТ. Ну, потом, естественно, были переговоры с Яндекс Такси, с Uber, ну и с другими компаниями, вроде Mail.ru. Они меня разбудили, то есть я проснулся и понял, что, оказывается, моя компания стоит столько-то денег. То есть они поставили мне оценку. Начали появляться деньги, которые я начал тратить на всякую билиберду. Ну, типа там, у меня сейчас там 3 пары кроссовок. И вот недавно я себе купил ноутбук какой-то модный, а до этого как-то все поскромнее было. Деньги, ты же их не воспринимаешь как то, что ты можешь потратить. А деньги — это как инструмент, который ты реинвестируешь постоянно. То есть ты их получаешь и вкладываешь. Бурлаки в моей жизни появились не сразу. Сначала в моей жизни появился Алексей Макаров. Первую машину мы делали вдвоем 4 месяца. 4 месяца мы ее сделали, она из гаража вышла. У нее первых 100 метров проехали, у нее вырвало двигатель с подушек. А вот мы ее потом на веревочке обратно затащили в гараж. Опечаленные посидели там. Вот. Выпили, закусили, а потом по-новому начали разбираться, что произошло, как это исправить. Ну, в общем, если долго бить в одну точку, рано или поздно стена упадет. Все начинается с игры, заканчивается бизнесом. Я даже не всегда этому уже рад. Потому что иногда надо все-таки игрушки оставлять игрушками. Когда начинаешь с ними играть с игрушками в бизнес, ты уже начинаешь думать о бизнесе, а не игрушках. Проект начал такую коммерческую краску приобретать. Вот. Потому что сколько ездили по северу, народ спрашивает, народ интересуется, интерес к машине есть, возможности машины несопоставимы с тем же Трековым, который везде и всюду на севере. А сколько денег ты вложил в эту авантюру? Ну, сейчас около 100 миллионов рублей. Деньги небольшие, но сделали много. Мы построили цех небольшой. И мы наладили производство мелкосерийное. Мы создаем эти машины, продаем. И что самое удивительное, они пользуются спросом. И очередь у нас сейчас на производстве полгода. Самое интересное в этой истории, что ты не можешь просто ехать. Ты все время должен думать, куда ты едешь, и все время что-то объезжать. То есть, если бы навигатор тут работал, он бы все время говорил пересчет маршрута, наверное. И нельзя уснуть, как на автобане, на трассе какой-нибудь. О, вода на. Собираясь на работу, долго искал ключи, в лифте разбили зеркало, какие-то сволочи. Сбербанк отстоял целую очередь, вокруг все проклял и понял. Сбербанк говно, сожрал карту и не отдается. На улице мерзлый стоит гололед, нет никакого праздника и хорошего настроения. Колесо, колесо, скажи ему колесо это самое. Саня, выключил. Прицеп поплавал. Самое надежное сейчас средство для плавания – это прицеп. У него 4 колеса, а весит он всего тонну. У него четверной запас плавучести. Всем, кто боится, перелазить на прицеп. Спасательный круг. Он вообще непотопляемый. Бронетемкин поносится. Практически. Что происходит с бурлаком, если он проваливается под льды Северного Ледовитого океана? Но он как минимум не тонет.
Это уже хорошо. То есть ты можешь спокойно выйти, осознать ситуацию, посмотреть, как это все, ну, где заикариться, так нужно, ну, готовым быть к этому. Плыть она может? Она может плыть, да. Как долго, за счет скорости? Ну, за счет колес у него скорость там максимальная, я думаю, что где-то километр 3 в час максимум, если ветра нету. За полчаса плавания ведро воды туда заливается, стоит насос, который откачивает воду. То есть, ну, не проблема. Жеваный крот. Мамкина норка. Чего-то цепить его тут оставить, поехали. Полдня, день работы и поедешь. Только диск можем править. Диск править, раму править, диска нет? обрезать. Диски-то есть. Раму долго выпрямлять придется. Долго, как ты его управляешь? Лебедками? Болгаркой обрезаешь, срезы ставишь прямо, колесо кругляк, рычаг, завариваешься наглухо и все. Что ты еще сделаешь? Че, может на серединку льдинки выехать для ремонта? Знатоки потом скажут, они скажут, это был постановочный трюк, все подстроено. Может. Типа утопили машину, это постановочный трюк. Мороз-то есть. Мороз не может не есть. В таких поездках, конечно, большой плюс это то, что есть время подумать о многом. То есть, если тебе что-то надо подумать, поковыряться в себе, такие поездки самое удачное время. Нет никаких раздражающих факторов. Тебя никто не отвлекает звонками. Тебя никто не беспокоит смс-ками. Выдержит, поди. Ты можешь реально погрузиться в себя. Это такая детокс. Как это назвать-то? Детокс-санаторий. Я еще в этом Восточно-Сибирском море не купался. Хочешь? Сейчас. Все, пойдем купаться. Макс купаться пошел. Я камнем-то на дно не уйду. Фух. Погоди. На-на-на-на-на-на. С легким паром.
А что у нас, ребята, механики, в принципе. Ну, не знаю, мы ехали в работе, видели все. То есть им не надо говорить, что мороз на улице, не мороз, ветер, не ветер. Если надо делать, они пошли делают. Диск направленный. Че? Рисунок направленный, как что? Да по снегу будет ехать, какая разница. Так, ну вроде мы Ну вот, да, мы перепутали. А, нет, не перепутали. правильно поставили. Термокарсты — это вообще чума. Я это явление видел реально первый раз в жизни. Это такая тундра, в общем-то, вечная мерзлота, большой слой льда, на котором сверху растет тундра, и этот ледник постепенно съезжает в море, отламываясь большими кусками. Такое ощущение складывается, что просто земля постепенно съезжает в море. Смотри, кстати, Женя, это антенна называется коллинеарная. Вот эти вот штуки, чем она длиннее, тем выше коэффициент усиления. То есть здесь метеостанция была, они через эту радиостанцию передавали данные. Смотри, чем утепляли стены картами. Что есть, тем мы утепляемся. Причем карта, да? Ну, это вместо обоев, наверное, что-то так. Ну да. Какой-то. Так удобно. Человек же. Заметь, что сверху полюс северный, в середине карты северный полюс. Ну, это именно это, да, арктических регионов. Здесь сотни. Соль только и осталось, что здесь осталось. О, и самое главное. В армии России здесь было. Вот. Это сухпай. Еда. Пик соленый, консервированный. Слышь, в 17 году из этого. Так всегда. Но нам не надо на самом деле. Вдруг кому-то плохо будет. Синоптическая карта Арктики. Прикольно. Ну, значит, точно метеостанция была. Синоптики сзади. Вообще, когда ты видишь развалины какие-то, это, конечно, грустно. Причем, когда это развалины, построенные не так давно, грустнее вдвойне.
понимаешь, что просто были вложены деньги и выброшены на ветер. Все это грустно. Патриотизм — это когда ты у себя дома, когда писаешь, попадаешь в унитаз. Это, мне кажется, самое большее, что мы можем сделать, и самое хорошее, что мы можем сделать для своей Родины. То, что на сегодняшний день мы видим, и когда мы едем по вот этим вот брошенным городам, поселкам, дома стоят, и в них вот эти вот окон нету, и поселки огромные, это как такой полуразложившийся труп, который вот еще не сгнил до конца, не выровнялся. Это вот скелет остался, вот эти вот черепа без глазниц, это дома без окон. Жертвам политических репрессий 32-54. Бабушка рассказывала так, что приезжали грузовики, значит, в деревню. Ну и типа забирали людей и возили, ну, на какие-то работы. В тайгу лес валить, например. То есть это называлось просто помощь колхоза, ну там, новой молодой стране, строительству страны. Я так понимаю, что потом эту историю просто превратили в какой-то рабовладельческий строй. То есть, ну, просто когда воровать стало неприлично, людей сажать в грузовики, ну, придумали какую-то историю, чтобы реально кучу людей привести на освоение севера. Ну, это, конечно, ужасно. То есть мы переплюнули в этом отношении вообще всех, кого могли. Если белокожие, чернокожих делали рабами, то мы делали рабами не то, что белокожие белокожих, а мы своих соседей делали рабами. Своих соотечественников, своих, может быть, даже дальних родственников. Это, конечно, как-то... Это даже не то, что преступление над человечеством, это преступление над самим собой. Кино сразу снимают. Здравствуйте, Максим. Женя. Очень приятно.
Здравствуйте, ботинки снимать? По желанию. Лучше бы снимать, да? Можете снять. Ой, сейчас снега накачу. Здравствуйте. Так, а у вас вахта сколько здесь по По времени? желанию. По желанию? Нет у нас вахты. То есть вас не меняют тут? Сколько вытерпишь, столько и будешь работать. А потом отпуск? Потом отпуск. Так вот, Димонов сторожил. Да, у него уже чего полярных станций 25 лет. Наверное, да. С какого ты года? Сделал 4-ю. А что это затягивает это? 25 лет уже кого затягивает. Кто-то сразу уезжает. Вас затянуло? Наверх затянуло, не знаю. Жить такая. А что, есть какая-то романтика в этом? Кого-то тянет романтика, кого-то тянет безысходность, кого-то безвыходность. Смотря с какой стороны смотреть. Ну а в чем безысходность? Наручники же не приковывают к этим станциям людей. Кто-то там себя не может найти на большой земле. Так сказать, потерянные во времени. Да, в этих условиях один минус. Нету вот Общения не хватает. общения, детей. Самое такое, ребятишек не хватает здесь. А вот если бы можно было до ближайшего пункта их, допустим, в школу возить или как-то, было бы. Так все устраивает. Вообще. Просто люди родились, видимо, с каким-то вот таким геном особенным. Таких мало, но они есть. То есть вот эти люди реально хотят там находиться, я думаю. И могут это делать. Они просто есть такие, и все. Получается, те, кто на Крайнем Севере живут там, ну, чукчи, там, ненцы, якуты, они же витамины берут, кровь оленью пьют. А вы чего, где витамины берете? Ягоды собираем. Ну а потом зимой, получается, эти же ягоды едите. Мороженое, ягоды. Так что, потому что без этого-то нельзя А же. зимой с большой земли витамины присылают. Не, ну просто не всегда же, наверное, есть под рукой там свежая помидорка. Там. Нет, конечно. Что там А говорить? что на севере всегда есть помидоры, что ли? Ну мы вон в Тиксе по 400 рублей, 440 купили, так еще дешево показалось. Это дешево. В Чешском дороже. А что так вообще в основном получается? Рыба, понятно. Хлеб, понятно. Рыба, мясо. Ну там крупно просто. Капуста. А чего не хватает больше сладкого? Детей. А это интернет, да? Дорогой интернет? Ну, у нас тариф 5100. Что 500? Ну, 5000, сейчас 250 в месяц. И это не безлимитка, да? Да. Ночью без лимита с этого, с 93 ночи до 9 утра. А скорость? Скорость слабая здесь, везде на севере слабая. Так, видео не посмотришь. Посмотришь, когда... Было загружать надо, да? Когда ветер будет попутной стороны. Когда погода, наверное, есть. Ну да, всякие снега, они тоже мешают. Спутниковое все перебивает снегами. А вы новости с большой земли в интернете читаете или телек смотрите? Да больше телевизор. Ну, интернет мало общаемся днем, то что трафик маленький. У нас для работы уходит много. Телевизору верите? Ну, наверное, наполовину верим. Наполовину? Они там говорят, особенно когда про север говорят, наверное, не очень верится, да? И у нас сказками там контора кормят каждый год. Мы привыкли мерить своими стандартами. То есть должен быть интернет, город, куча народу, там еще что-то. То есть суета, машины и прочее. Вот. Но есть другие люди, не по-другому заточены. То есть им вот этот вот маленький мирок, по большому счету, человек в городе может быть в толпе одинок. И никакой разницы в этом нет. Что они здесь одни, только они здесь, в этом мире, они здесь хозяева, они здесь, это их свое, это их вот дом, это вот все их. А вас не гнетет
история этого места, что вы живете прямо в центре лагерных ужасов прошлого. Да, печально, конечно, что все вот это происходило здесь. Но от этого никуда не денешься. Если не здесь, то в другом месте мы бы с этим столкнулись. По всей стране происходило на самом деле. Как относиться к этому? Это наша история, это наша память. Если мы, конечно, забудем, тогда, да, грош цена нам. А если посмотреть, А это память. все севера такие. Все севера такие. Мужики, это, не дай бог нам оказаться вот в это время, да, и вот в этих бараках, и умереть здесь. Сколько народу сгноили. Давайте помянем. Ну, на самом деле, больше дает в таких путешествиях общение с людьми. Люди на севере очень простые, очень открытые, гостеприимные, никогда не держат камень за пазухой. И вот, наверное, общение с людьми в таких поездках очень многое дает. И живут в условиях, в которых вам кажется, что жить тяжело. И вот если когда-то вдруг покажется тебе, что у тебя что-то там плохо, ты как-то живешь не очень хорошо, то можно сразу вспоминать, как здесь живут люди, и сразу все станет на свои места. Встречаются люди, как вот, когда едешь по замерзшему океану? Есть такие же дятлы, как мы, так сказать. Они крайне редкие. Там Саня Ёлкин, их по пальцам можно пересчитать. И уехали же какие-то на этом, на лыжах-то с воздушными змеями. Сложно встретить в чистом поле. То есть одни маленькие точки на горизонте, уже и заметить. В зоопарках они какие-то грязные, неухоженные. А здесь смотрите какой. Беленький на самом У него в животе там в натуре ни одной нерпа. Это, слушай, мать, наверное, беременная. Походу, да. Томатуха. Да, походу. Очень жирный. Она тогда это точно. Она не жирная, у нее живот, она беременная.
Медведя видели, нет? Конечно, видели. В зоопарке? Смотри. Думаешь, ты один, что ли, его видел, блин? В радиусе тут 100 метров. Короче, если вы там провалитесь, мы вас утаскивайте поедете. Вот это я. У меня тоже что-то все задрожало. Сходили в зоопарк. Лиса видели? Видели. Медведя видели? Видели. Море искупался? Море искупался. На южном берегу Восточно-Сибирского моря, заметь, не где-нибудь. Лето, жара, июль, зоопарки. Таиланд. Таиланд, зажигаем. Среда, марта. Восточно-Сибирское море. Чуть-чуть ветер дует, но мы движемся вперед. Актировки нету. Надо ехать. В этих очках хотя бы вот какие-то тени немножко видно. Тут диктует все-таки погода. Мы иногда ехали ночью, иногда так спали днем. Ну, если ночью ехали, то если пурга, просто стояли. То есть не видно, ну, белая мгла, молоко такое. По морю ты едешь, ты не видишь ничего. Тебе нужно видеть перспективу, куда ехать. Если ты перспективу не видишь, нет смысла там. Чего, как, парни, погода нормальная? Нормально. Класс. Ну, это, в принципе, можно как к душу относиться, да? Ну, кстати, вот известный путешественник Александр Еликов из Нового Уренгоя, он это самое, когда ему задают вопрос, как вы решаете вопросы гигиены, как там, ну, стираться, ну, длительные экспедиции у него, на мыс Челюскин, там где-то по Якутии, по Чукотке, кругом путешествует. И он рассказывает, он рекомендует вывешивать вот в такой хороший ветер, ну, белье, носки там, в общем. И это называется снеговая стирка. Потом остается только это самое, просушить в салоне и все. Морозная свежесть. Стихию уже можно переждать. То есть, если испортится погода, ну, можно просто стоять и ждать, когда она наладится. Ну и как раз в это время главное не упасть духом. То есть очень много зависит от настроя. Если есть настрой, если есть уверенность, что все будет хорошо, именно так и будет.
Снимай, это классно. Ну, вы попробуйте подать. Зимой, что-то мне кажется, как воздух чище, и вот грязи, пыли нету, и слякоти. Вот он. Вот Белебеда. Вот сюда идет зимник. Не, ну все красиво, но сейчас надо зимник-то все равно не в тему. Вот у него сейчас километров, наверное, 200. Ну и здесь нам вот по этой пройти, потом сюда вот выйти. И вот здесь от острова есть зимник тоже. Если все нормально, мы по льду проходим сюда, и потом на зимник на переостров выходим. Если не получится. Ну, я думаю, что получится. Нам сейчас вот это проблемное место мы обходим. То есть мы обходим, а потом мы идем вдоль берега. Ну иди сюда, я тебя поглажу хоть. Я тебя поглажу хоть. Ну что ты лаешь-то, что ты лаешь? Видишь, свои приехали. Видишь, свои приехали. Ну все. Сейчас тебе колбаски дадим. Все, родной. Все, успокойся. Все, иди, показывай, где у тебя баня. Это как, с ночевкой или как? А это что? Это рубка, как кабинет метеоролога. А там жилой, да? А это главный вход, куда все. Ну понял. Кто не боится, не ходит. Я понял. Ладно, сейчас зайдем. 4, 20, 26, 2. Четвертый, 20, 26, 2. Вас не слышно, до лучшей связи. Ну давай. Не это? Ага. Ну, за приезд, за встречу. Ты бы хоть свитер снял. Да ладно, подумай, с позором выгнали. Смеханки. Это стыдно, Юра. Палки-палки. Это ж смеханки. Рабочая форма. А почему вы вообще эту профессию выбрали? Понравилось? Как так получилось? Ну, вот, я раньше работал совхозом в бригаде, в оленеводстве, трактористом. И мы вот здесь ходили с бригадой. Тут, в этом районе? Да. И он в 90 когда развал пошел, совхозы развалились, а куда работать-то? И сюда пошел. И как 22 года сюда въехали назад, так и осели? Ну да. Так Так сидим здесь. До отпуска. Так здесь и работаем. У вас 2 года работа, 4 месяца отпуск? Ну да. Ну, у нас запасы. 4,5 около. Где-то 4,5. Со стороны кажется, что это очень тяжелый график. Ну, а что сделаешь? Не, ну ты можешь каждый год ходить. Вы можете каждый год ходить, но без оплачиваемой дороги. А так у нас оплачиваемая дорога. А еще какие-то бонусы за такие экстремальные погодные условия? Да, ну какие бонусы, сейчас зарплату режут, как это. А сколько у вас сейчас зарплата? Ну так ничего, сейчас нормально. Сколько, 50 где-то, да? Да. Ну это несколько сторон, да?
Ну, у меня, как у начальника, побольше немножко. Совмещать приходится. Да, совместительство, совмещение, вот это получается большая. У меня оклад 87-47, у него 55-89. А как вы деньги получаете? Все На Один раз на 2 года? Нет, туда на книжку все. На книжку переводят. На карточку. На карточку, на книжку. Ну, здесь, соответственно, не на что тратить. Да, это ж хорошо. Магазинов нету, отлично. С нашими ценами здесь на такую зарплату тяжко жить. Ну, да, мы Ну, в Тикси видели, сколько что стоит, это удивительно. Да Тикси, ладно, сейчас пивеки глянете, какая цена там. Ну, там зимний класс, там канадцы зимний делают. Красота. А что наши не могут зимних делать? Ну, они сделают, что машины сыпятся, как видно. Так, это сейчас собакам надо высыпать. Сейчас я не буду собакам сейчас высыпать. Я отсюда все посмотрю. Вы потом покажете. Да, вот хорошо. Вот, заходит хорошо, мягонько. Вот, как отлично. О, мастер. Мозг задышал. Вот, хорошо. Иногда мы наезжаем на льдинку. У нас колеса... у тебя колеса сколько там накачано? Четверочка, сейчас спущусь. Объясни, что ты делаешь сейчас. Я спускаю колеса, чтобы повысить проходимость машины. Колеса расплющиваются, растекаются, увеличивается площадь контакта. Я вот четко помню, когда я взял свою первую восьмерку, и на этой восьмерке я периодически заезжал в какую-то грязь. И у меня было все время такое ощущение, что я на этой восьмерке где-нибудь утону в конце концов. Может быть, это как-то курган на это сильно повлиял. Я всегда мечтал о машине, которая будет более проходимой, что ли. Ну и как-то вот докатился до максимальной проходимости. Если бы я жил в условиях, я не знаю, там, США с их дорогами, наверное, бы я мечтал бы о спорткарах. Но действительность деформировала меня. Тут двигатель от Газели Next, коробка от Газели Next. Раздатка ГАЗ-66, только в своем корпусе у нас. Вот, бортовые редуктора – это аналог БТРовских, вот, только в нашем исполнении. Потому что БТРовские их купить невозможно. Вся фишка этой конструкции – это колесные редуктора. То есть они разгружают трансмиссию в 4 раза.
Но это объективный расход. Это вот без всяких там придумываний. Если по твердому, это в районе 30 литров. Крейсерская скорость это 50-60 км в час. То есть 50 км в час это 2000 оборотов, 60 км в час это 2500 оборотов. То есть это для двигателя достаточно такая комфортная. Режим работы достаточно комфортный. Наша машина умеет вести много груза. 2 тонны на себе и 3 тонны в прицепе. И все это сразу. Это первое. Второе. Она очень проходимая. То есть может ехать там, где другие не проедут. Здесь широко, здесь ширина, вот я стою на раскоряку. Ширина где-то метр. Давай попробуй аккуратненько. Для севера машина должна быть простая, как автомат Калашникова, и надежная. Тесла не нужна. Тесла не нужна. Вот вся эта электроника перенасыщенная. Если машина перенасыщена электроникой, вот при сильных морозах там же получается мороз, потом все застывает, потом все это отогревается, получается конденсат и прочие вещи. То есть это все никак не должно влиять на работу. Хочется, чтобы эти машинки все-таки прижились на севере. Очень хочется. То есть довести до логического завершения вот то, что начато. А в целом его как городу первый раз Певеке? Нам, в отличие от всех остальных северных городов, Певек понравился больше всех, это я вам честно скажу. Я даже бы сказал так, что, наверное, в Певеке можно жить, и особенно есть больница, там детский сад шикарный. То есть... Нет, ну город очень красивый, конечно. Цивилизацию видно. Ну да, да, да. Как это произошло, это я только остается радоваться. Ну вообще вы сейчас вы ехали в целом по бездорожью или больше по дорогам? От Тикси до Певека мы ехали по льду. То есть по, ну я понял. Угу. Ну то есть вот Да. просто ехали. Так, ну что, в принципе, вроде спасибо. Да, не за что. Вроде все непонятно.
Здрасте. Вот у нас. Консультант по запчастям. Смотри, Пойдемте. приготовили. Ох-ох-ох. Че? Это что? Вот такая детская муфта. Газелевская. От Соболя. Может, Давайте что другое глянем. подберете? Пойдемте. Посмотрим. Слушай, Григорьевич, ну вопрос к тебе. У тебя, у Василия Николаевича, случайно вискомуфты нет от Соболя? Где-нибудь в заначке? Ну, он у вас новый, поэтому... Да, еще не ломалась. Угу. Вот смотри, вискомуфту не купили, зато девчонок набрали целую машину. Мы здесь живем. Мы здесь едим, спим. Чайку? Мы же отъехали дальше, чем 25 километров от берега. Даже 25 километров от берега в море это прилично, а мы отъехали, по-моему, на все 100. Ну да, это какая-то свободно-экономическая какая-то зона или какой-то свободно-экономический проход, то есть который ничей. То есть там может идти какое-нибудь иностранное судно, и оно не будет считаться нарушителем границы Российской Федерации. Ну, а ты, еще и находясь в открытом море, являешься нарушителем. Разговор такой, точка стоит, посередине прямая. Как вы докажете, что вы ехали в это время по берегу? Я говорю, а как вы докажете, что мы ехали по морю? Они говорят, у вас 8 пересечений. Ну, как вот. Я говорю, у нас ни одного пересечения. Они говорят, давайте договариваться на одно пересечение на всех членов группы. Я говорю, давайте договариваться на 3 водителей. А типа остальные спали в это время. Ну, в общем, короче, а давай договариваться на руководителя группы. Он рулил, пересекал, а все остальные сзади водители рулили. Ну и смотрели, значит, в форму впереди идущего автомобиля. Короче, они говорят, ладно, ты нам вечером приезжай, мы еще побазарим, сейчас, говорит, начальству прозвоним. Если, говорит, ну, короче, один мы протокол на вас составим. Я говорю, ну, в рот. Ты как бы просто едешь и все с одной стороны. Потом ты на секунду думаешь, черт возьми, я же реально в жопе мира. Или в центре, там, не знаю. Я же на мысе Шмидта. Представляете, где мыс Шмидта находится? А ты тут находишься, оказывается. Ты не на карте смотришь, а ты прямо здесь, в этой точке. А потом раз отпускает. А я просто еду. Здорово, парень. Привет. Что, откуда идете? Полярного. Полярного. Понятно. Дорога дальше нормально. Ну такая же, да?
Ну, примерно сейчас вот палки ставим. Давай, Андрюша, став палочку. А то как дунет, будешь глазки на капот ложить. Сколько качаешь? Да сейчас-то по чему? По твердому там 0,25. 25. У нас примерно. А у вас сколько сейчас? Да примерно так. Ну что твердая дорога? Что? Дорога хорошая. Витя, ты спешишь куда-то? Обгоняй и езжай. А ты что, спешишь? Ты як уїбеш нас ведеш, і хуй спишиш ресма. Старый ругается. Надо ехать. Не понимаю румынского языка. Я знаю, что я не понимаешь. Ты понимаешь свій. Ну ладно, все. Пес старый, давай. Там два частника с контейнерами стоят. А вы куда едете? На Шмидт. Не на Шмидт, дальше мы поедем. А куда дальше? В Анадырь. В Анадырь надо. Хлопотно. Машину для бездорожья, так что... Да не, у них она, я в интернете видел, она лезет покруче этой плохих. Ну едем. Русатуриста. Ну ладно. Ну ладненько, Давайте давайте, пока. удачи. Ну, север, конечно, рядом. Мы хотели бы, чтобы был север рядом. Потому что если север станет ближе на самом деле к России, то, наверное, на севере не будет такой разрухи, которую мы видим. Конечно, мы говорим, что север рядом, имея в виду свои машины в том числе, потому что на них север становится на самом деле ближе. Человек постоянно должен доказывать самому себе, что он в этой жизни еще на что-то способен. Меня эти поездки делают другим. Ну да, наверное, я в этот момент счастлив. Надо всегда бросать себе вызов, а потом побеждать и уважать себя после этого больше. Видишь, свои приехали. Для того, чтобы что-то понять, что вот дома вот теплая постель, теплый горшок, это классно, это счастье. Нужно сначала вот это окунуться. То есть ты понимаешь, что вот здесь вот и тут контраст получается, что там своя жизнь, здесь своя жизнь. Через какое-то время ты устаешь от той жизни, которая там, вот машины, люди, квартиры, там все хорошо, тебе хочется куда-нибудь сюда проехать, что-то достичь, что-то себе доказать. Вот, что ты на что-то способен в этой жизни. То есть сделали машинку, прокатились, доказали, что да, машина работоспособна.
самый сильный противник по жизни — это ты сам. Когда ты едешь в такие поездки, ты бросаешь себе вызов, ты борешься с собой, ты побеждаешь, а победа — это всегда приятно.